Герою, Сарамару, снится кошмар, в котором он сражается с каким-то змеем. Внезапно он просыпается, и появляется его младший брат Чутару, который говорит ему, что их старшего брата, Тенка, нет дома. Братья собираются и отправляются на его поиски. Тем временем мы видим, как полицейские преследуют старика в лесу. В какой-то момент старик встречает Тенка и кричит ему, чтобы тот убирался с дороги, и нападает на него с мечом. Но Тенк одним ударом веера разбивает старика с ног и говорит ему, что он не может ему приказывать, потому что здесь он закон. Затем появляются Сарамару и Чутару и спрашивают, почему он ушел без них, на что Тенк отвечает, что они слишком крепко спали. Старика арестовывают, и увидев, что братья уходят, он узнает символ на их одежде и теряет сознание. Затем выясняется, что сейчас 11-й год эпохи Мэйдзи, и правительство Бакумацу подходит к концу. Начинается культурное просвещение, и в Японии теперь можно увидеть современные здания и европейскую одежду, а самураи исчезают. Однако есть группа повстанцев, которые выступают против модернизации, и правительство пытается контролировать этих людей. Позже старик просыпается в лодке, и главный герой говорит ему, что его срок увеличили за то, что он ударил охранника и сбежал. Старик оскорбляет молодых людей, говоря, что у них нет гордости, и даже спрашивает главного героя, настоящий ли у него меч. Но тут Чуру объявляет, что они прибыли в самую большую тюрьму Японии – Гакуманзе. Главный герой объясняет, что это тюрьма для самых опасных преступников, и на этот раз старик по-настоящему напуган. Братья говорят, что правительство тоже делает плохие вещи, и могло бы хотя бы повысить им зарплату, потому что они в долгах. Затем старик умоляет их отпустить его, но тут они приплывают к входу в тюрьму и останавливаются. В другом месте главный герой тренируется во дворе клана Кумо, а полицейские извиняются перед хозяином дома, Ширасу, за то, что позволили преступнику сбежать и устроили беспорядок. Но Ширасу отмахивается и подходит к Тенка, чтобы попросить его пока прекратить тренировки брата, хотя у него есть еще одна проблема. Оказывается, Чутару ведет себя с ним странно с самого утра, и он не понимает почему. Он объясняет, что его брат выбежал из дома со странным енотом на спине по дороге в школу. Ширасу отвечает, что может быть он влюбился, но Тенк настаивает, что это невозможно. Затем Сарамару подходит к Тенка и просит его потренировать его, но Тенк легко его вырубает. Когда он приходит в себя, главный герой привязан к спине своего брата, который переоделся в женщину, чтобы присматривать за Чутару. Однако люди сразу узнают в них братьев из клана Кумо и подходят поговорить с ними. Тем временем двое людей говорят о молодых людях и упоминают, что их родители, по-видимому, погибли во время революции. Вскоре после этого Сарамару и его брат подглядывают за Чутару из кустов и видят, что он играет с одним из учителей. Тенк думает, что это первая влюбленность его брата, но главный герой отвечает, что он относится к ней скорее как к матери. Старший брат отвечает, что Чутару даже не помнит лица их матери. После этого он задумывается и бежит в школу. Тенк останавливается перед мальчиком и бьет его, а главный герой тоже пинает брата за то, что он сделал. Затем учительница представляется как Ботан, и мы узнаем, что Чутару всегда говорит о своих братьях. Тенк выходит вперед и говорит, что хочет осмотреть школу, и Ботан с радостью соглашается. Главный герой и Чутару остаются снаружи и разговаривают, и он говорит брату, что ему повезло с такой доброй учительницей. Его брат смеется, и тут появляется енот по имени Гиракичи, который остался жить в храме. Чутару говорит, что енот очень хорошо ладит с Ботан и что это первый раз, когда он подошел к кому-то за пределами семьи. Тем временем Тенк находит тесты своего младшего брата и роется в ящике, пока не находит что-то странное. Но тут появляется Ботан и спрашивает, что он делает, и он извиняется, говоря, что заблудился, ища туалет. Когда он уходит, Ботан замечает, что она оставила ящик наполовину открытым и упоминает имя старшего брата. Позже мы видим, как Сарамару дерется с Тенка, который говорит ему, что он слишком предсказуем и никогда не сможет так нарезать тофу. Главный герой пытается ударить его, но его брат уклоняется и одним ударом веера сбивает его с ног. Увидев это, Чутару поздравляет Тенка и просит его тоже потренировать его. Но внезапно появляются те же полицейские, что и раньше, и просят о помощи. Оказывается, известный фехтовальщик сбежал и украл один из их мечей, поэтому им нужна помощь, чтобы избежать наказания. Тенк соглашается помочь им в обмен на деньги и запрещает своим братьям присоединяться к нему на этот раз. По дороге полицейские рассказывают легенду о том, что когда небо затягивается тучами, грядут неприятности. Главный герой говорит Ширасу, что устал от того, что его брат обращается с ними как с детьми, несмотря на то, что доверил ему меч, и решает, что они помогут ему с фехтовальщиком. Поэтому они с Чутару убегают, чтобы найти его. Оказавшись в лесу, младший брат предлагает развести костер, чтобы выманить преступника, но тут они что-то слышат и находят самурая, который убегает на полной скорости.
Чутара использует свою огромную скорость, чтобы поймать его, окружив сферами на земле, а затем Сарамару тоже догоняет его. Он вызывает его на бой и атакует, хотя никогда не сражался ни с кем, кроме Тенка. Одним ударом главный герой, кажется, побеждает фехтовальщика и понимает, что стал сильнее, но когда он теряет бдительность, самурай бросает ему песок в глаза и наносит ответный удар. Мужчина угрожает главному герою за то, что он правительственный прихвостень, и обвиняет его в том, что самураи бродят по улицам. Затем он кричит, что никогда не примет модернизацию, и снова нападает. На этот раз самурай забирает катану главного героя и говорит, что они слабы по сравнению со своим старшим братом. Он добавляет, что продаст катану, но Чутара вмешивается и возвращает ее главному герою. В этот момент главный герой вспоминает, что эта защитная катана не предназначенная для того, чтобы причинять людям вред. Поэтому он нападает на мужчину, говоря, что тот не заслуживает быть самураем, потому что тот, кого он знает, сильный, высокий и вызывает уважение. Он наносит удар, как его брат Тенк, и вырубает мужчину, думая, что Тенк будет им гордиться. Но когда они присматриваются, то видят, что Тенк уже сам расправился с несколькими преступниками, и Сарамару разочаровывается в себе. Внезапно тот самурай хватает Сарамару за шею и душит его. Когда он приходит в себя, Тенк уже прикончил его. Увидев это, главный герой вспоминает что-то из своего прошлого и говорит, что кто-то умер. Он начинает дрожать и чувствовать тошноту, но Тенк обнимает его, чтобы успокоить, говоря, что все в порядке. Вернувшись домой, Тенк несет главного героя, который начинает плакать от разочарования из-за того, что чувствует себя слабым и бесполезным. Тенк улыбается и говорит ему, что он может плакать сколько угодно, чтобы расти и становиться сильнее. Наконец, мы видим, что старик из прошлого входит в тюрьму Гакуманджа. Там охранник спрашивает его, принес ли он что-нибудь, и он отвечает, что нет, а потом его запирают в камере с кем-то очень странным. О тюрьме нам говорят, что она находится посреди озера Бива в городе Ацу, и что за тяжелую работу по доставке преступников и их заключению в тюрьму отвечают братья из клана Кумо, также известные в народе как три брата из облака во главе с Тенком. Позже мы видим, как Сарамару и Чутару спят, а Тенк рассказывает о том, что произошло с Ширасу в другой комнате. Он спрашивает, помнит ли его брат этот случай, но Тенк отвечает, что нет, что он помнит только обрывки воспоминаний, вероятно, о том, как его душили. После этого они продолжают разговаривать и пить до поздней ночи. На следующее утро главный герой ругает брата за то, что тот тратит деньги на алкоголь, и встречается с врачом по имени Отто. Когда он закрывает глаза, главный герой вспоминает, как чьи-то руки сжимали его шею, и внезапно бьет Чутару, который пытался его пощекотать. После этого главный герой уходит, не обращая внимания на Тенка, который появляется в коридоре и выходит, поблагодарив врача за помощь. Тенка просит у врача что-нибудь от похмелья, а Чутару подходит к нему скуля, потому что думает, что главный герой на него злится. На это Тенк говорит ему показать что-нибудь, что всегда его радует, чтобы они могли помириться. Поэтому младший брат убегает искать Сорамару. Тем временем врач спрашивает Тенка, в порядке ли он после всего этого, и тот отвечает, что в его организме еще есть алкоголь. Но Отто перебивает его, говоря, что он не об этом, и спрашивает, понимает ли Тенк, что он пытается сказать. Тем временем Чутару гоняется за Сарамару с какашкой на палке, а главный герой убегает от брата. В конце концов, Чутару врезается в вывеску и снова начинает плакать, потому что думает, что брат ненавидит его еще больше. Вернувшись к Тенку, врач спрашивает, как дела у Ширасу, ведь прошло уже 10 лет с тех пор, как он привел его в дом. Там мы узнаем, что Тенк спас Ширасу, когда тот был тяжело ранен и ему некуда было идти, поэтому он остался с ними. Хозяин предупреждает его, что Ширасу, выживший из клана Фума, группы убийц, и Тенк отвечает, что уже знает его прошлое. Но он спрашивает Отто, откуда тот узнал, на что врач отвечает, что узнал его по белым волосам и фиолетовым глазам. Оказывается, в прошлом было 3 клана ниндзя. Первым был клан Кага, который был милосерден и предан своим хозяевам. Вторым был клан Ига, который работал за деньги и делал только то, что было прописано в их контрактах. И, наконец, клан Фумо. Тенк перебивает Отту и объясняет, что история клана Фума закончилась давным-давно. Но врач отвечает, что Ширасу ниндзя, и что в любой момент он может навлечь на Тенка неприятности, что раздражает Тенка, который просит его прекратить разговор. В этот момент в дом входят несколько полицейских и просят Тенка о помощи, потому что маньяк-убийца сбежал и направляется к храму Кумо. Это иностранец по имени Кагами Наото, который принадлежал к старому клану Чушу. Тенк сразу же выбегает, но его останавливают несколько военных, когда он выходит из здания. Однако 2 ударами он избавляется от пары из них и приказывает пропустить его.
Тем временем мы видим Чутару, сидящего на лестнице и очень расстроенного из-за своих отношений с Сарамару. Внезапно появляется Кагами и спрашивает, не один ли он из 3 братьев из облака. Преступник говорит мальчику, что ему нужно отправиться в Гакуманджо, чтобы уладить кое-какие дела, и просит его помочь добраться туда, но тот отказывается, потому что сначала ему нужно сообщить об этом Тенку и получить его разрешение. Столкнувшись с отказом Чутару, преступник обманывает его, говоря, что хочет наладить отношения с братьями. И что если он поможет ему, то сможет доказать своей семье, что он полезен. Поэтому Чутару соглашается взять его с собой, чтобы удивить их. Когда они оба поворачиваются, чтобы подняться по лестнице, появляется главный герой и кричит брату, чтобы тот нашел Ширасу. Это заставляет Чутару плакать из-за того, как жестоко он с ним обращается, и он убегает. Кагами насмехается над главным героем за то, что тот заставил его брата плакать, но тот игнорирует его и говорит, что знает, что он не местный. И что по дороге он нашел 3 убитых полицейских и чувствует, что от Кагами повсюду пахнет кровью. Убийца спрашивает, старший он или средний брат, и главный герой притворяется Тенком, поэтому преступник нападает на него. Тем временем настоящего Тенка задерживают военные во главе с человеком по имени Такеда. Не обращая внимания на угрозы, Тенк проходит мимо и говорит лидеру, что у него есть более важные дела, на что Такеда спрашивает, будет ли он также убегать от прошлого и знают ли его братья о Барате. В ответ Тенк поворачивается и бьет солдата, оставляя его лежать на земле. Затем солдат спрашивает, почему он ушел из отряда, и Тенк уходит, отвечая, что у него полно дел, чтобы помогать близким. Вернувшись к главному герою, он сражается с Кагами и едва защищается, потому что Кагами может рубить деревья одним ударом, используя своего рода выдвижной меч из острых лезвий, которым он орудует как кнутом. Нам говорят, что Кагами был ловким рыбаком с большой силой в руках, несмотря на худобу. Он принадлежал к школе Сезона и был большим поклонником империализма и изгнания иностранцев. Но он отдалился от своих товарищей из-за своих чрезмерных радикальных действий и убийств. Позже он покинул Чушу и решил противостоять новому правительству, потому что был против него. Теперь он оставляет смерть везде, где бы ни появился, используя странную катану под названием Дока Мэйки, что означает «стоглазая акула». На этом заканчивается доклад армейских командиров, которые обсуждают ситуацию и ищут план «Б». Сарамару пытается убежать от Кагами, но Кагами удается порезать ему лицо и прижать к земле. Затем Кагами спрашивает, не ищет ли он сосуд Арати, но главный герой понятия не имеет, что это значит, и понимает, что брат скрывает от него некоторые вещи, что глубоко его ранит. Кагами готовится нанести смертельный удар, но его останавливает оружие, которым владеет Ширасу. Это удивляет преступника, который понимает, что враг ниндзя, и начинает с ним сражаться. Главный герой с трудом следит за их движениями, пока они атакуют, и тут появляется Чутару, удивленный силой Ширасу. В какой-то момент Кагами пытается напасть на братьев, но ниндзя блокирует его и получает порез на лице. Затем он говорит, что для него Фума были никем, потому что они не служили ни своим хозяевам, ни деньгам, а только цели. Сказав это, он сбивает Кагами с ног и на мгновение останавливается. Сарамару и Чутару подходят к Ширасу, беспокоясь о его ранах, но он отвечает, что это пустяки. Затем Кагами встает и бросает лезвие своей катаны в Ширасу. Однако появляется Тенк и успевает остановить их, прежде чем они долетят до него, на что Ширасу говорит, что Тенк немного опоздал. Кагами насмехается над Тенком, говоря, что он всего лишь правительственный пес, а Тенк отвечает, что у Кагами должно быть накопилось много ненависти, раз он так себя ведет. На это Кагами отвечает, что ненавидит его так сильно, что даже не может этого вынести. И вспоминает, что даже его бог, император, однажды предал его, потому что хотел украсть даже души самураев. Тогда Ширасу объясняет, что Кагами здесь, чтобы получить поддержку, и что его план состоял в том, чтобы освободить преступников из Гакуманджо, чтобы напасть на императора и посеять хаос. Кагами подтверждает слова ниндзя и пытается убить Тенка, чтобы отомстить. Однако Тенк побеждает его за считанные секунды и оставляет истекать кровью на земле. Кагами угрожает Тенку, что вернется и уничтожит то, что он любит больше всего, если тот не убьет его сейчас. Но Тенк отвечает, что у него нет сил защищать свою страну или то, за что он боролся. Это приводит Когами в ярость. Он встает, пока Тенк стоит к нему спиной, и неожиданно нападает на него. Внезапно его катану останавливают веревки, и мы видим, что прибыла армия. Здесь мы встречаем командира Сасея, который входит в отряд, подчиняющийся непосредственно правительству, под названием Ямину. Они извиняются за действия Такеды и сообщают, что позаботятся о Кагами. Когда Кагами пытается сбежать, Сасей бьет его ножнами своей катаны и тут же арестовывает. Затем Тенк говорит ему, что не стоит так холодно с ним разговаривать после столь долгой разлуки. Но Сасей оправдывается, говоря, что не имеет ничего общего с такими предателями, как он.
Отряд уходит, и трое братьев вместе с Ширасу тоже возвращаются домой, а главный герой не может оторвать от них взгляд. Позже мы узнаем, что правительство хочет, чтобы Сосей и его группа сотрудничали с Тенком, чтобы вернуть сосуд Арати. Со своей стороны, учительница Ботан тоже встречается с Тенком и объясняет, что они тоже должны отправиться за сосудом, пока Арати не вернулся. Однако план правительства состоит в том, чтобы уничтожить его, а план Тенка — защитить его любой ценой. Тенк говорит учительнице, что они должны преследовать Арати, а не того, у кого сосуд, потому что он не любит убивать. Сарамару тайно подслушивает их разговор за дверью и вспоминает, что Кагами рассказывал ему о своем брате и Арате. Внезапно он открывает дверь и спрашивает, кто этот человек, но Тенк говорит, что это кто-то из соседей, и пытается уйти. Главный герой останавливает его и серьезно просит не оставлять его, но Тенк, как обычно, пытается отшутиться. Столкнувшись с недоверием брата, главный герой делает шаг вперед и говорит, что станет сильнее, ему просто нужно немного подождать. Позже главный герой снова неустанно тренируется во дворе, стараясь не торопиться с атаками. Появляется Ширасу и просит его отдохнуть, потому что иначе он скоро достигнет своего предела. Но он игнорирует совет, потому что считает, что он единственный, кто совсем не становится лучше, и что он должен стать лучше, чтобы быть похожим на своего брата. Ночью Тенк сбегает с элегантной вечеринки, на которой он присутствует как глава семьи Кумо, и встречает старую знакомую по имени Кика, одетую в роскошный европейский наряд. Она говорит ему, что стоит на страже, и тут появляется министр юстиции по имени Ивакура со своим телохранителем. Они приветствуют друг друга, и министр отвечает, что они давно не виделись, особенно с тех пор, как Тенк покинул свой отряд. В другом месте Ямину обсуждают слух, распространившийся среди заключенных Гоку Манджо, о том, что при входе в тюрьму нужно принести что-то, что якобы просит какой-то заключенный. Сосей отвечает, что это просто слух, и полиция ничего не делает, поэтому они тоже не будут действовать. Но Такеда предлагает отправиться на разведку в Гокуманджо, хотя Сосей отклоняет его просьбу. Внезапно другой член отряда предлагает использовать Тенка, так как он ближе всех к Гокуманджо и может проникнуть туда, не привлекая внимания. Но Сосей повторяет, что не будет работать с таким предателем, как он. В этот момент они слышат, что кто-то снаружи, и дверь открывается, показывая, что это главный герой, который встает на колени перед Сосеем и просит его научить его владению мечом. С другой стороны, Тенк разговаривает с министром, который говорит ему, что у него есть дела с губернатором Киото, так как они хотят соединить водные пути через озеро Бива в рамках проекта по улучшению Киото. Тенк понимает, что именно поэтому его пригласили на вечеринку, и тогда министр предлагает ему вернуться в свой отряд. Однако он отвечает, что не хочет быть псом Ямину и отклоняет предложение. Затем министр уходит. Оставшись наедине, Кика спрашивает, рассказал ли он своим братьям что-нибудь о том времени, когда он был в отряде, и когда Тенк отрицает это. Она предупреждает его, что рано или поздно они узнают, и им придется нести бремя, которое это подразумевает. Тем временем Сосей выгоняет Сарамару и говорит ему, что ему нечего предложить в обмен на обучение. Он предлагает быть посыльным или выполнять любую другую работу, но это не работает, и командир оставляет его там. Такеда, видя, что главный герой так расстроен, спрашивает, почему он не ходит в лучшее додзо, и тот отвечает, что хочет учиться у Сосея, потому что в прошлый раз он смог победить Кагами, ударив его тонкими ножнами своей катаны одним ударом. Затем появляется другой член отряда по имени Ши и спрашивает главного героя, готов ли он на что-нибудь. В конце концов, мы видим, как Чудару ведет его, переодетого заключенным, в Гокуманджи. Во время поездки на лодке он просит своего младшего брата не рассказывать Тенка миссии. Его задача — проникнуть в тюрьму и выяснить, что они там собирают и кто это запрашивает. Вернувшись домой, Тенк навещает врача, который говорит ему, что результаты ухудшились, хотя мы не знаем, что он имеет в виду. Тенк отвечает, что чувствует себя хорошо, и уходит. Но через несколько мгновений мы видим, что он выглядит нездоровым. Затем он встречается с Ширасу и Чутару, и Ширасу спрашивает, был ли с ним главный герой. Тенк отрицает это, и они спрашивают Чутару, который нервно отвечает, что не знает, где он. Тенк решает его найти, и младший брат бежит за ним. Тем временем Ширасу слышит вдалеке странный птичий крик. Внезапно мы видим, как семейный страж ловит Ботан и спрашивает, что она там делает. Но она говорит ему, что верна братьям и обещала Тенк свою преданность. Это не убеждает Ширасу, который упрекает ее в том, что она не пахнет человеком и все еще не доверяет ей. На это Ботан отвечает, что она тоже не доверяет члену Фумы, который стремится выполнить свою задачу любой ценой, даже ценой своей жизни. Он отпускает ее на мгновение и говорит, что ей не нужно доверять ему, даже если он больше не принадлежит к этому клану. Но в качестве предупреждения он бросает в нее клинок и говорит, что будет сражаться с ней, если она попытается навредить братьям из облака.
Она удивлена, что он так заботится о семье, и Ширасу объясняет, что его учили не доверять никому, пока братья не нашли его раненым в снегу и не позаботились о нем. Потому что они были очень хорошими людьми, которые доверяли другим, поэтому он будет отвечать за то, чтобы подозревать всех от их имени. Затем Ботан с облегчением улыбается и уходит. Тем временем главный герой прибывает в тюрьму в наручниках, и охранники объясняют, что у заключенных там нет никаких прав. Они не могут разговаривать с охранниками, и у них нет шансов выбраться, потому что это место ад. Он напуган, когда попадает в огромную комнату, где заключенные работают без перерыва, выполняя физически тяжелую работу. Рядом с ним падает старик, неся какой-то груз, и Сарамару беспокоится о его состоянии. Когда он оборачивается, то понимает, что это тот самый старик, которого они арестовали ранее. Старик видит, что он новый заключенный, и спрашивает, принес ли он что-то для хозяина. Но когда главный герой спрашивает, кто хозяин, и имеет ли он в виду что-то из слухов, охранники прерывают его и уводят старика. Затем коротко стриженная розововолосая женщина-охранник говорит главному герою следовать за ней в другое место. Пока они идут по коридору, она спрашивает, в чем его преступление, и он притворяется, что у него амнезия. Она отвечает, что он совершил 3 вооруженных ограбления и что это место только для преступников с запятнанными кровью руками. Но он беспокоился о старике, как только пришел, и она не почувствовала запаха крови на нем. В этот момент появляется Кагами, пройдя через карцер, и охранник говорит Сарамару подождать ее, но он убегает. В храме Ширасу и Тенк обнаруживают, что Чутару и главный герой поменялись местами с арестованным утром преступником, чтобы он мог попасть в тюрьму. Поэтому старший готовится отправиться на поиски главного героя, но Ширасу останавливает его и говорит, что он не может этого сделать в своем состоянии. Поэтому он просит Тенка приказать ему как другу спасти его брата. Хотя Тенк неохотно, он встает на колени и просит его как друга спасти его брата. Итак, Ширасу начинает действовать и сбрасывает свою традиционную одежду, обнажая свой костюм ниндзя. Тем временем Сарамару удается подойти к комнате, где Кагами разговаривает одна, или так думает главный герой. Но вскоре преступник спрашивает кого-то неизвестного, что они собираются делать с маковыми лепестками. В этот момент охранник по имени Надзиратель замечает, что Сарамару подслушивает разговор и решает посадить его в камеру. Кагами понимает, что это средний брат Кумо, и говорит, что они скоро встретятся. Как только они уходят, странный мужчина говорит главному герою, что они здесь как одна большая семья, и просит его чувствовать себя как дома. Затем к нему подходит таинственный человек в бинтах и маске лисы. Главный герой чувствует странное давление, которое заставляет его вспомнить образы из прошлого, потому что он хорошо знает это чувство. Внезапно мы видим, как Сарамару падает на пол, трясется и держится за голову руками, крича мужчине, что это он убил людей, которых он помнит. Тем временем в доме Кумо Чутару идет в комнату Тенка, но Тенк кричит ему, чтобы он не входил, и просит одежду из прачечной. Внутри мы видим, как брат страдает от сильной боли, его тело, кажется, меняет цвет, и он сетует, что тот, кто останется, будет он. А главный герой будет становиться все сильнее и сильнее. Затем мы видим, как что-то темное выходит из тела Тенка. В Гакуманджа главный герой атакует и умудряется ударить человека в маске, пока тот не хватает его за шею, поднимает с земли одной рукой и просит успокоиться, потому что ему не нравится бить члена своей семьи. Когда он это говорит, главный герой вспоминает, что произошло, когда он был маленьким, и мы видим, как человек в маске удерживает его. Все вокруг залито кровью, и преступник говорит главному герою, что его мать не должна была умирать. Но прежде чем прикончить его, Сарамару зовет своего брата Тенка, который в последнюю секунду появляется в его воспоминаниях, чтобы спасти его. Главный герой смотрит на Чутару, который в тот момент был младенцем, безутешно плачущим, но с ним все было в порядке. Затем Тенк противостоит убийце их родителей. Но Сарамару тоже пытается напасть, и его старший брат должен защитить его, отбрасывая его подальше от ударов мужчины. Однако, когда главный герой понимает это, у его брата на спине большая рана, а руки в его собственной крови, когда он держит его. Тенк пытается успокоить его и просит посмотреть на него, потому что он все еще улыбается, несмотря ни на что, и им нечего бояться, потому что они вместе. После этого убийца уходит из дома, и Тенк просит главного героя продолжать улыбаться ради него. В конце концов, Сарамару теряет сознание в камере, вспомнив все это, и его уводят в другое место. Тем временем Ширасу подходит к берегу озера и находит Такеду, который издалека наблюдает за Гакуманджа. Страж клана Кумо подозрительно относится к его присутствию и спрашивает, что он здесь делает, но он отвечает, что просто смотрит на тюрьму. Вернувшись к главному герою, он просыпается через некоторое время в другой камере, и к нему приходит тот же стражник, что и раньше. Она дает ему аптечку и просит его подлечиться.
Но она также признается, что знает, что все это обман, и что, если он не хочет, чтобы его разоблачили, он должен сказать ей, кто находится в этой камере, потому что ее начальство ей не скажет. Столкнувшись с этим шантажом, главный герой рассказывает ей, что он видел, и она понимает, что это член клана Фума. У женщины тоже есть незаконченное дело с этим человеком, потому что он убил весь ее клан, и она предлагает главному герою союз. Он думает, что вместе отомстить будет проще, но в конце концов отвечает стражнику, что ей лучше уйти. В этот момент раздаются взрывы, и она убегает. Снаружи мы видим, как заключенные начинают выбегать из своих камер, а охранники пытаются их остановить, но их слишком много. Затем появляется Такеда, чтобы остановить их у главных ворот. Мы узнаем, что Ширасу и он вместе приходят в Гокуманджи, а другой под прикрытием ищет Сарамару. Когда он находит его, Ширасу дает ему его обычную одежду и успокаивает, говоря, что знает, что у него есть причина быть здесь, но он должен будет объяснить это Тэнк позже. Оказывается, взрывы были его делом, чтобы сбежать в суматохе. Поэтому он переодевается в другого охранника, и они вместе выходят из камеры. Однако перед уходом главный герой просит Ширасу помочь ему войти в камеру, где был убийца его родителей. Оказавшись там, он бьет мужчину и говорит ему, что не убьет его, а оставит гнить с его грехами в этом месте. Но прежде всего он должен помнить его имя и то, что он ударил его по лицу. Затем Сарамару бежит искать розововолосую стражницу и возвращает ей аптечку. Он говорит ей, что хочет стать таким сильным, чтобы все переносить с улыбкой и не позволить этому человеку разрушить его жизнь. Для этого он просит их начать новую жизнь и смотреть вперед, на что она спрашивает, не ругает ли он ее. После этого мы видим, как главный герой улыбается ей, и, наконец, мы видим, что у женщины наполовину белые волосы и фиолетовый глаз. Вернувшись на корабль, Такеда спрашивает главного героя, получил ли он что-нибудь от задания, которое ему дали, и почему он его принял. На что главный герой отвечает, что ему нужна тренировка, потому что его брат почти не помогает ему в этом. Он тренирует его, когда ему вздумается, и если он это делает, то главный герой просто получает по шее. Затем Такеда спрашивает, что за человек его брат, и главный герой отвечает, что он целыми днями бездельничает, почти не моется, пьет алкоголь, но всегда был для них старшим братом и отцом. Когда они причаливают к берегу, появляется Тэнк, полуголый, и прыгает на лодку, чтобы наказать брата за то, что он сделал. Дома мы видим, как Чутара встречает Ботана во дворе, и она говорит ему, что рада, что главный герой вернулся целым и невредимым. Внутри Тэнк ругает главного героя за то, что он сделал, и спрашивает, почему он попросил Сосея тренировать его. Затем он упрекает его в том, что он думает, что Сосей лучше его, и говорит, что он слишком рисковал. Вот почему она воспользовалась им. Главный герой спрашивает, откуда он узнал, и его брат отвечает, что он подозревал это, но не должен был связываться с ними. Он извиняется за то, что действовал самостоятельно, и Тэнк продолжает ругать его за то, что он привлек столько людей, чтобы помочь ему. В этот момент Тэнк спрашивает главного героя, почему он не доверяет своему старшему брату, если они семья. Но Сарамару отвечает, что с самого детства он всегда защищал его. Даже 11 лет назад, когда убийца оставил ему шрам на спине, когда убил их родителей. Его брат удивляется, что главный герой помнит это, и главный герой отвечает теми же словами: «Ты должен доверять семье». После этого Тэнк расчувствовался и заплакал, думая, что главный герой больше в нем не нуждается, но он говорит, что это совсем не так. Тем временем снаружи Чутару и Ботан разговаривают, пока не приходит Ширасу и не просит младшего брата зайти внутрь, чтобы немного успокоить старших братьев. Когда они остаются одни, Ширасу просит Ботана не вмешиваться в дела Тэнка, хотя она много знает об Арачи. Учительница удивлена, что Афума заботится о ком-то, кроме своего клана, и тогда мы узнаем часть истории клана Ширасу, который пришел в упадок, когда мальчик уничтожил их всех. Ночью этот парень убил весь клан, и Ширасу везде подвергался дискриминации из-за своих волос и глаз. Он даже не смог отомстить тому, кто убил его клан, потому что тот оставил его умирать в снегу. Там братья Кумо нашли его и спасли, и с тех пор он стал одним из них и обязанным своей жизнью. В ту ночь Тэнк просит всех спать вместе, как в детстве, и хотя сначала главный герой отказывается, в конце концов они снова принимают его дома и снова спят вместе. Пока братья спят, Ширасу выходит покормить Зиракити, хотя тот рычит на него. Ниндзя слышит кого-то и спрашивает, кто это, и появляется розововолосая девушка из Гокуманджа. Когда она подходит к Ширасу, она снимает парик, который был на ней, и он узнает в ней члена клана Фума. Она опускается на колени и говорит, что искала его, 10-го мастера Фумы, Катара. Женщина продолжает объяснять, что она низкого ранга, и слушать его. Главный герой рассказывает ему о странном человеке в специальной камере и маках. Услышав, благодарный
Когда он уходит, Кика спрашивает Сосея, собирается ли он взять его в Ямаину, но Сосей признается, что планирует использовать его только как инструмент, на что она добавляет, что он будет полезен для поиска сосуда Орочи. Чуть позже Ким тот говорит, что возрождаясь как настоящий Орочи. Вот почему они должны найти оставляет Тенка на попечение Оты, Ширасу и Ботана, которые тоже приходят. Как только они выходят из дома, Тенк садится на кровати, тяжело дышит и что-то говорит группе. Тем временем главному герою Ичуто, которая хочет им помочь. После нее появляются другие соседи, чтобы поговорить с братьями и пожелать Тенк скорейшего выздоровления, говоря, что они добрые люди. Услышав это, главный герой не мог его из тени леса, говоря, что они встречались в Гокуманджо. Вернувшись в дом Кумо, главный герой требует от группы объяснений, почему его брат проходит через все это. Взрослые объясняют, что его брат сосуд Орочи, и правительство узнало об этом. Однако их долг – защищать всех, и в квартире Ямаину Кика глубоко потрясена известием о смертном приговоре Тенка. Она решает попросить у своего командира разрешения навестить главу семьи Кумо, но обнаруживает, что Сосея там нет. Ботан продолжает свой рассказ, говоря братьям, что 600 лет назад кто-то рискнул своей жизнью, чтобы победить Орочи. Небо затянулось тучами и потемнело, предвещая несчастье, которое им суждено было пережить. Согласно легенде, Орочи возвращается каждые 300 лет в теле человека, разрушая землю, и только он появится. Затем мы видим воспоминания о том, как Ботан сражается с Орочи. Вместе с двумя товарищами она наблюдает за появлением змея. Женщина произносит заклинание. После этого она объясняет, что Орочи нашел новый сосуд и пытается возродиться, имея в виду Тенка. В этот момент Сарамару кричит, что ему надоели секреты брата и его лживые улыбки, и что он никогда его не простит. Затем он ругает Чутару за то, что тот стоит на месте, и велит ему бежать, и они оба отправляются спасать своего брата. Пока они бегут через лес, они вспоминают, как Тенк всегда был для них и отцом, и матерью, защищал их, плакать и становиться сильнее. В другом месте мы видим, как Тенка ведут к виселице в окружении полицейских, когда появляются двое офицеров, которым он когда-то помог, пытаясь дать ему шанс сбежать. Но Тенк вырубает их, чтобы они не попали в беду из-за того, что помогли ему. Вскоре после этого он героя и Чутару, которые добрались до здания и пытаются пробиться мимо охранников. Сосей говорит Тенк, что он всегда движется вперед так быстро, что никто не может за ним угнаться, и даже солнце иногда чувствует себя одиноко. Братья сталкиваются с полицией, которая сначала недооценивает их, считая просто детьми, но свирепый взгляд и угрозы главного героя начинают беспокоить одного из офицеров. Тенк зовет их с верхней ступеньки лестницы, и они, не обращая внимания на полицию, бегут к нему. Однако Тенк отходит от разделяющего их забора, готовясь встретить свою судьбу. Братья бьются о решетку, крича и умоляя его остаться с ними. Полиция врывается, чтобы их задержать, и братья Кумо заявляют, что если их старший брат умрет, они умрут вместе с ним. Внезапно Тенк без труда разрывает цепи, обнимает их через забор и говорит им никогда так не говорить, даже в шутку. Они должны прожить долгую жизнь и жить ради него. Внезапно за спинами братьев появляется огромная толпа, кричащая, что это вся деревня, разъяренная смертным приговором Тенка, отказывающаяся верить, что он заложил бомбу в Гокуманджо, как утверждает правительство. За спинами мальчиков стоят Ширасу и Ботан, которые утешают их и говорят Тенк, что все его любят. Старший брат улыбается при виде этого, думая, что, хотя он родился в городе, проклятом Орочи, он гордится тем, что вырос там и является частью клана Кумо, потому что это место, где он был счастлив со всеми. Затем Тенк открывает один из своих вееров и улыбается так широко, как только может, обращаясь к собравшимся людям. Он говорит им, что должен решить проблему, которую долго избегал, и что им не стоит беспокоиться. Он гладит братьев по головам, говоря, что они были источником его радости все это время. Что благодаря им он мог делать все, что хотел, и прощается с ними, говоря, что любит их. Пока братья плачут и кричат, не в силах перелезть через забор, Тенк широко улыбается им и просит их тоже улыбнуться. Наконец он идет к виселице. Ему на голову надевают мешок, и солнце исчезает в этом месте, где правят темные тучи. Некоторое время спустя мы видим, как мужчина доставляет какие-то бумаги в Министерство юстиции. Это Хирари, один из тех, кого мы видели в воспоминаниях Боутана. Тот, на кого напал Орочи. Он сообщает нескольким мужчинам в костюмах, что хаос, вызванный тем, что произошло с Тенк, утихает, и они просят его продолжать наблюдение. Когда он уходит, двое мужчин говорят, что он молодой человек, который присоединился к ополчению во время восстания и родился без руки. Они также упоминают, что ему часто снятся странные сны о женщине, которую он не знает. Затем мы видим Хирари на лестнице, погруженного в свои мысли. В этот момент нам показывают события, произошедшие 600 лет назад, когда это место было землей Оми.
покрытой облаками и управляемой обиженными духами, проклятиями, экзорцизмом и всевозможной магией. Там Батан убегает от нескольких вооруженных мечами мужчин, когда они окружают ее, но внезапно появляется Хирари, побеждает ее преследователей и просит ее выйти за него замуж, утверждая, что влюбился в нее с первого взгляда. К их удивлению, тела мужчин испаряются, и Батан сожалеет, что упустила Арачи. Позже они приходят в семейный храм Кумо, где мужчина по имени Сасаки благодарит Хирари за спасение Батан. Однако Кагамицу, который в то время был еще ребенком, отказывается отдать руку Батан совершенно незнакомому человеку. Хирари представляется членом семьи АМП, рода колдунов Амио, хотя сам он не может использовать магию. Сасаки спрашивает, разделяет ли он их миссию, будучи АМП, но Хирари отвечает, что его не интересует Орочи, хотя если бы Батан попросила его, он сделал бы для нее все. Кагамицу уводит Батан от незнакомца, Хирари остается на ужин, и глава клана просит Батан принести саке. Оставшись наедине, Хирари спрашивает Кагамицу, кто были те мужчины, которые преследовали Батан. Кагамицу объясняет, что они принадлежат группе, которая хочет воскресить Орочи. Затем он спрашивает, почему Хирари влюбился в Батан, и Хирари отвечает, что это из-за ее глаз. В них он видит веру и гордость, без лжи. Батан подслушивает это за дверью и тихо уходит, пока Хирари, Кагамицу и Гиракичи продолжают пить. Позже, купаясь, Батан вспоминает предупреждение Сасаки о том, что Хирари может быть сосудом. Внезапно на нее издалека нападают защитники Орочи. Кагамицу и Сасаки спешат ей на помощь. Рядом Хирари встречает колдуна из семьи Ашия, союзника Орочи. Этот человек, Мангетсу, может использовать трупы в бою. Прежде чем он успевает что-то сделать, Батан произносит заклинание Анме, уничтожая нескольких врагов. Она предупреждает Хирари, что сражаться на мечах здесь бесполезно, и просит его не вмешиваться, но Хирари настаивает на том, чтобы защитить ее даже в качестве живого щита. Каджимицу присоединяется к битве против Мангетсу, а Хирари удерживает Батан. Она отталкивает его, показывая, что она демон, созданный ее отцом, инструмент с определенной целью, и что любовь и привязанность для нее ничего не значат. Хирари нежно гладит ее по волосам, говоря, что такая ерунда не заставит его чувства исчезнуть. Он целует прядь волос, к которой прикасается, заставляя ее покраснеть, прежде чем она привязывает его к дереву магией. Она убегает, прося Сасаки позаботиться о Хирари, пока она сражается. Хирари говорит Сасаки, что такие демоны, как она, не могут использовать магию Анме, но Сасаки объясняет, что Батан не обычный демон. Ее призвали колдуны Амино, и только она способна запечатать Орочи с помощью ритуального заклинания. Вот почему семья Кумо защищает ее. Сасаки предупреждает Хирари, что ему здесь не место. Хирари отмахивается, говоря, что наконец-то нашел человека, в которого влюбился давным-давно. Мы видим воспоминания о суровых детских тренировках Хирари, а затем о том, как Батан впервые посмотрела на него с добротой. В настоящем Кагамицу и Батан окружены защитниками Орочи. Мангетсу отступает, оставляя трупы рассыпаться в прах. Батан освобождает Хирари, который с облегчением бросается к ней. Кагамицу раздражен, но Сасаки говорит ему оставить их в покое, ведь любовь к такому человеку, как Батан, мимолетна, но такая любовь может свести с ума. Позже Хирари и Батан смотрят на покрытые облаками земли Оми. Она хочет увидеть их солнечными перед смертью. Хирари говорит, что когда она умрет, он тоже умрет, потому что у него осталось мало времени. Кагамицу прерывает их, спрашивая, подозревают ли они его в том, что он сосуд. Когда Кагамицу подтверждает, что они оба так думают, Хирари говорит, что очнется от этого мимолетного сна. Хирари противостоит Сасаки, обвиняя его в том, что он настоящий сосуд Орочи. Он объясняет, что никто не заподозрит, что на сосуд нападут сторонники Арачи, поэтому Сасаки заслужил доверие Кагамицу и Батан. Сасаки нападает на Хирари, показывая на своем теле чешую Орочи. Прибывают Батан и Кагамицу, и Сасаки утверждает, что Хирари сосуд. Хирари протестует, но Сасаки пытается манипулировать ими. Батан заявляет, что Хирари никогда бы ей не солгал, и называет Сасаки настоящим сосудом. Тело Кагамицу полностью покрывается чешуей, когда начинает появляться Арачи. Луч света падает на город, и огромная змея вырывается наружу, разрушая все вокруг. Хирари просит Батан создать защитный барьер. Когда храм рушится, Кагамицу забирает мечи главного героя. Прежде чем Кагамицу успевает нанести удар, Хирари защищает его, говоря, что он должен выполнить свою роль щита Батана. Хирари признается, что всегда знал, что должен стать приманкой для Орочи после того, как его усыновили обезьяны. Бутан спрашивает, как он может улыбаться, и он отвечает, что это из-за нее. Он просит Кагамицу защитить ее и бросается на Орочи, пока она продолжает ритуал. Ока в форме гигантского тануки несет Кагамицу к Орочи, чтобы помочь Хирари, но их сбивают с ног.
Хирари вспоминает, как всегда хотел, чтобы кто-нибудь, особенно она, попросил его не умирать. Батан продолжает читать заклинание, и Арачи целится в нее, но Хирари принимает удар на себя, теряя руку. Она умоляет его не умирать, и он обещает, что еще не исчезнет. Она вспоминает мальчика, которого когда-то встретила, и понимает, кто он такой. Одной рукой Хирари вонзает меч в глаз Арачи, прося старого стража защитить это место из последних сил. Из глаза Арочи капает слеза, застывая в воздухе. Батан заканчивает заклинание, превращая змею в камень, прежде чем она рассыпается. После этого Хирари и Батан воссоединяются. Она беспокоится о его руке, но он говорит, что она онемела от яда Арачи и не болит. Она говорит, что он не изменился с детства. Он шутит о том, как долго он гонялся за безответной любовью, но она говорит, что сегодня все закончится, потому что она исчезнет, и они больше не увидятся. Он клянется, что они встретятся снова, и она смеется, говоря, что влюбить в себя такого демона, как она, будет непросто. Она исчезает, оставив в руке Хирари только смятый листок бумаги со странным символом. Он прижимает его к лицу, улыбаясь и думая, не было ли это все сном. Наконец он говорит себе, что если они встретятся снова, то у них будет еще один мимолетный момент, чтобы посмеяться вместе. Через неделю после смерти Тенки главный герой навязчиво моет рис, пока Ширасу не останавливает его. Страж просит его остановиться, потому что он не переставал мыть рис с тех пор, как повесили его брата, но главный герой может только сказать, что с тех пор, как Тенка умер, дождь не прекращается. Затем он задается вопросом, всегда ли в его доме было так тихо, и, вспомнив о брате, решает уйти. Ширасу пытается что-то сказать ему, но главный герой отказывается позволить им препарировать его брата, чтобы исследовать Арочи, говоря, что место Тенки дома, с семьей. Таким образом, мы видим, что он отказывается признать, что Тенка был просто жертвой. Побегав немного под дождем, Сарамару находит своего младшего брата, сидящим на лестнице, ведущей к храму. Там он спрашивает его, что он делает, и Чутару, не поднимая глаз, отвечает, что ждет возвращения Тенки. Услышав это, Сарамару начинает плакать, а Чутару продолжает, говоря, что Тенка вернется в любой момент, потому что он непредсказуем и всегда возвращается со словами «Я дома». Затем Чутару начинает плакать, и главный герой бросается его обнимать. Он вспоминает, что Тенка просил их улыбаться, но с таким горем он не знает, как это сделать. Тем временем мы видим, как мужчина встречается с Сосе и бросает ему в голову небольшую книгу. Мужчина кричит, что ему не сообщили, что они собираются убить Арачи, и что он хотел поймать его живым. Таким образом, он планирует распустить Ямаину, но, вспомнив, что у Тенки есть младшие братья, говорит Сосею присматривать за ними на случай, если они пригодятся. Затем мы видим, что в книге, которую он бросил, есть иллюстрация с изображением Арочи. После этого Сосей выходит из комнаты и собирает остальных, говоря им, что у них появилась новая возможность. Он поворачивается к Кика и говорит ей, чтобы она отбросила свои чувства, иначе они будут только мешать ее работе. Идя за лидером, остальные члены группы говорят о том, как должно быть больно Кика, и удивляются, как Сосей может оставаться таким спокойным, когда он, Кика и Тенка были друзьями детства. В другом месте мы видим, как Хирари встречается с другим мужчиной и сообщает ему, что Ивакура и Ямаину прекратили свои действия. Однако мужчина говорит Хирари, чтобы тот все равно продолжал за ними следить, и Хирари соглашается. Вернувшись в дом Кумо, главный герой снова находит Чутару спящим на одеяле Тенки. Позже он тренируется с Сосеем, но так погружен в свои воспоминания, что не может сосредоточиться. Из-за этого Сосей говорит ему перестать мечтать и идти домой, если он не собирается серьезно тренироваться. Затем он спрашивает, почему он хочет стать сильнее, и главный герой вспоминает, что Тенка просил его показать, что он может превзойти его. Увидев, что он опустил глаза, Сосей говорит ему, чтобы он жил с высоко поднятой головой и гордостью, как он делал это до сих пор. Но когда он видит, что главный герой не может продолжать сражаться, он бросает свой меч на землю и говорит ему, что в его нынешнем состоянии он не может выполнять обязанности семьи Кумо. Позже Ширасу находит главного героя, сидящего во дворе под дождем, и подходит к нему, когда Сарамару внезапно говорит, что бросит тренировки, потому что он никак не может превзойти своего брата, ведь все, что он делал, это разбирался с убийцами их родителей. Внезапно появляется Чуру и спрашивает, что он имеет в виду, ведь ему сказали, что они умерли от болезни. В отчаянии Чуру хватает брата за руки и спрашивает, действительно ли Тенка пострадал из-за него. Главный герой не отвечает, и младший брат, не добившись объяснений, убегает. Тем временем Сосей вспоминает, как он впервые встретил Тенка и Кайка и присоединился к отряду по подавлению Арачи. Там он постоянно тренировался с Тенкой и получил меч семьи Абе. Отец Тенки, Тайко, на самом деле сказал ему, что он должен гордиться тем, что становится сильнее. Затем мы видим, как Тайка говорит Сосею, что оставит Ямаину в его руках, а позже он становится свидетелем смерти родителей Кумо в храме. Позже главный герой находит Нишеки тяжело раненой и вместе с Ширасу отводит ее в храм.
Он объясняет, что некоторые члены ее клана выжили и скитались как беженцы, ожидая, что кто-нибудь отдаст им приказ, потому что для ниндзя жить свободно – это как жить в ужасном аду. Вскоре после этого Нишики приходит в себя и называет Ширасу боссом, но он говорит ей, чтобы она не называла его так в этом месте. Затем Ширасу объясняет, что врач обработал ее раны и что если она сейчас в порядке, ей следует уйти и не втягивать семью в свои дела. Но Нишики перебивает его, спрашивая, собирается ли он восстановить их клан, на что страж отвечает, что у него нет таких намерений, и что такая, как она, ему не нужна, поэтому она должна жить свободно. После этого он оставляет ее на попечение главного героя. Когда он входит, он спрашивает ее, как она получила такие раны, но она, кажется, ничего не знает, только то, что на нее напали в лесу. Затем Нишики спрашивает, как долго Ширасу здесь, и главный герой отвечает, что около 10 лет, хотя точно не помнит. Он пользуется случаем, чтобы сказать, что не думал, что она из Фумы, и не знал, что они могут так выглядеть, на что она отвечает, что это потому, что она из остатков. Прежде чем он успевает спросить что-то еще, их прерывают полицейские. Они просят его помочь поймать преступника, который сбежал в лес, и он соглашается пойти с ними. Когда они разделяются, чтобы обыскать лес, главный герой находит Нишики, прячущуюся за деревьями, все еще перевязанную и полуголую. Он быстро накрывает ее традиционной одеждой семьи Кумо, и она цепляется за его руку, прося использовать ее как приманку. Услышав это, он спрашивает, почему она так дрожит, и говорит ей, чтобы она не унижала себя. Но Нишики объясняет, что никто не хочет отдавать ей приказы, потому что она неопытная и бесполезная ниндзя, и что ее волосы и глаза разного цвета, потому что она сбежала из тьмы. Здесь мы узнаем о ее прошлом. Нишики объясняет, что фумы не рождаются с белыми волосами и фиолетовыми глазами, как все остальные. С раннего возраста они учатся манипулировать, убивать и овладевать искусством войны и получают заклинание, которое убивает их сердца. Затем их заставляют убить кого-то дорогого им, запирают в ящики и погружают во тьму на много дней, пока они практически не сходят с ума, и тьма становится частью их самих. Так рождаются фумы. Но она не смогла этого вынести и сбежала, поэтому она не фума и не человек. Позже она узнала, что ее клан был уничтожен. В тот момент она подумала, что если отомстит, то они примут ее и простят за то, что она сделала. Но ей не удалось достичь своей цели. Теперь у нее нет цели в жизни, и она не знает, кто она на самом деле. Услышав это, главный герой хватает ее за плечи и говорит, что здесь никто не будет отдавать ей приказы и что она будет жить свободно. Что он тоже чувствует себя бесполезным и много раз оступался. Улыбаясь, он говорит, что все беспокоятся и страдают, но продолжают жить. В этот момент появляется преступник и нападает на них с топором, а главный герой убегает, неся Нишики на руках. Одним ударом он сбивает преступника с ног и в этот момент понимает, что, возможно, когда-нибудь снова сможет улыбаться. Затем он говорит Нишеке, что она еще не прожила достаточно, чтобы сожалеть о своей жизни, и предлагает ей место в храме в обмен на ее помощь. Он уточняет, что им не нужен ниндзё, но она все равно может жить с ними. Он наклоняется, чтобы посадить ее на спину. Нишики так удивлена, что едва может пошевелиться, но он все равно поднимает ее и несет в храм, прося ее не терять надежду и обращаясь к небу, чтобы сказать своему брату, что в семье появился новый член. На следующее утро главный герой бежит к Сосею и умоляет его снова тренировать его, потому что он хочет стать сильнее. Командир сильно избивает его, но главный герой говорит, что даже если он не так силен, как Тенка, он возьмет на себя руководство кланом Кумо и выполнит наследие Тенки, несмотря ни на что. Увидев это, Такеда просит Такамини тренировать его, и тот соглашается в обмен на 3 бутылки саке. Таким образом, главный герой решает взять под контроль семью и свою жизнь, надевает одежду клана Кумо и смотрит в будущее. Но это счастье недолговечно. Потому что позже мы видим, как во дворе появляется Дзиракити с шапкой Чутару в зубах. Ширасу говорит главному герою, что мальчик вдвойне зависим и за ним нужно внимательно следить. Сарамару хватает шапку брата, думая только о том, где он может быть, и надеясь, что он скоро вернется. Тем временем мы видим, как Чутару в одиночестве идет по лесу и встречает Кагами, преступника которого мы видели раньше. Шутара пытается убежать, но Кагами хватает его за руку и спрашивает, правда ли, что его старший брат мертв. Молодой Кумо отвечает, что его брат прячется и что он ушел искать его. Видя, как он обманут, Кагами говорит ему, что его брата убили за то, что он был сосудом Орочи. Чутару начинает понимать правду и испытывает страх и боль, когда Кагами продолжает объяснять, что правители их страны убили его брата, потому что в него вселился демон Орочи, и им пришлось избавиться от него. Чутару остается совершенно опустошенным, когда он по-настоящему понимает, что его страна убила Тенку.
Тем временем в штаб-квартире Ямаину двое членов спрашивают Сосея, почему небо все еще затянуто облаками, если Тенку казнили 2 недели назад. Он отвечает, что объяснение простое, он не был сосудом Орочи. Сосей продолжает объяснять, что казнь провели полицейские префектуры Сига, и они, вероятно, что-то скрывают. Затем мы возвращаемся к Чутару, который падает на землю, плачет и кричит имя своего брата. Кагами, видя это, говорит ему, что его брат не сделал ничего плохого, и спрашивает, не ненавидит ли он тех, кто его убил. Чутару отвечает, что ненавидит. Затем преступник предлагает отомстить тем, кто убил Тенку, и полной боли Чутару выбирает месть. Позже Ширасу и Сарамару приходят полицейские, которые говорят им, что видели, как Кагами убегал с Чутару. Однако, когда главный герой пытается выйти и найти его, Ширасу останавливает его и напоминает, что он отвечает за храм. Смирившись, Сарамару просит Ширасу вернуть его младшего брата. Тем временем член Ямаину по имени Муцуки совершает какую-то молитву в комнате, когда перед ним появляется Сосей. Сосей поздравляет его с работой, говоря, что это то, чего ожидают от потомка великого мага Амио Ашиа. Муцуки отвечает на комплимент, но Сосей говорит, что он не может использовать магию такого уровня, поэтому выбрал меч. Затем Сосей просит Муцуки отправить своих духов в Гакуманджо для расследования, так как там происходят странные вещи, например, побег Кагами и дело с опиумом. Муцуки спрашивает, знают ли братья Кумо, что смерть Тенку была бессмысленной, и они говорят о том, как маги Онмио однажды призвали единственного духа, способного запечатать Орочи. Сосей просит его призвать этого духа, чтобы покончить с Орочи, так как он лучше всех знает его и может запечатать. Как только Сосей выходит из комнаты, Муцуки готовится призвать его изо всех сил, но в этот момент появляются 2 духа и пытаются убедить его, что это плохая идея, так как он выше их по уровню. Несмотря на это, Муцуки отвечает, что приказы командира абсолютные и просит духов помочь ему отправиться в путешествие. Тем временем охранники сообщают человеку в маске лисы в Гакуманджо, что Кагами успешно сбежал и ждет приказов. В другом месте главный герой бежит по лесу, когда внезапно появляется Такеда и бьет его, жалуясь, что он всегда говорит о Нишике, и напоминая, что в его возрасте у него никогда не было партнера. Они начинают спорить, пытаясь доказать, кто сильнее, и снова убегают вместе в лес. Тем временем Такамини находит странный особняк глубоко в горах и подходит, чтобы посмотреть на него. Там появляется Хирари с другим мужчиной, который говорит ему, что Ивакура, похоже, не в порядке. Хирари отвечает, что она из Ямаину сейчас с ним и что Ивакура отказывается посещать собрание. Мужчина предупреждает Хирари, чтобы она была очень осторожна, потому что они не могут допустить, чтобы кто-то узнал, что Тенку был искусственным Орочи. Услышав это, Такамини убегает, чтобы сообщить командиру, но внезапно слышит что-то в лесу. На него нападает странное существо, которое легко ранит его в плечо. Когда оно прижимает его к земле, он понимает, что все его тело неестественного цвета, а глаза ярко-красные. Через несколько мгновений мы видим окровавленного Такамини, прислонившегося к дереву, а существо бежит по лесу и деревня, пока не достигает ворот храма Кумо. Тем временем Сарамару просыпается от какого-то кошмара и обнаруживает, что держит Нишики за шею, прижав его к земле. Он извиняется, говоря, что не знает, что произошло, но на шее Нишики остались глубокие следы от его пальцев. В этот момент в храм приходит Сосей, говоря, что пришел без особой причины. Сосей вспоминает, что главный герой до сих пор не знает, что смерть его брата была бессмысленной. Он приглашает его позавтракать в храме, и Сосей заходит внутрь, чтобы побыть с ними. Продолжая ритуал призыва, Муцуки прерывает кто-то, кто называет его мастером. Муцуки оборачивается и, увидев, кто это, опускает руку, не сводя глаз с женщины. Тем временем Сосей объясняет главному герою, что в прошлом многие люди не понимали, что они были сосудом Орочи, но другие знали. И Тенку решил покончить с собой, прежде чем позволить змее поглотить его полностью. Это сильно задевает Сарамару, но Сосей прерывает его, спрашивая, подозревает ли он, кто может быть сосудом Орочи. Потрясенный, главный герой спрашивает, не исчез ли Орочи, и Сосей холодно смотрит на него, ожидая, что он догадается. Внезапно в храм врывается Такеда и сообщает, что они нашли Такамини тяжело раненым в лесу. Он добавляет, что Такамини отвезли в больницу, где нашли мертвого жителя деревни, но нападавший неизвестен и не найден. Главный герой не находит слов. Такеда хватает его за воротник и кричит, что это произошло совсем рядом, так почему никто ничего не слышал? Он говорит, что братья Кумо бесполезны. Сосей приказывает Такеде замолчать и спрашивает, сообщил ли он остальным Ямаину.
Они уходят, и главный герой падает на землю, сжимая в руках часть своей одежды, которую схватил Такеда. В другом месте Кагами говорит Чуару, что он испытал свой меч на ком-то, кто, вероятно, был полумертвым, и бросает оружие к ногам мальчика, говоря, что оно его. Но Чуара снова колеблется, стоит ли идти за ним. Кагами говорит ему, что он может снова начать плакать, может быть, тогда кто-нибудь придет и спасет его. Тем временем Ботан приходит в храм Кумо с Муцуки и объясняет ему, что 300 лет назад, когда Орочи был запечатан, он поглотил заклинание потолка, сделав его бесполезным, а также забрал мечи клана Кумо. Она просит его пока не сообщать командиру, говоря, что сама расскажет ему позже, но Муцуки отвечает, что командир сейчас занят Гакуманджо, потому что там происходят странные вещи. Затем появляется Ширасу и говорит Ботану, что они нашли Чудару, но он не может справиться один, поэтому она просит Муцуки встретиться в другой раз и следует за Ширасу, чтобы помочь ему. Тем временем Нишики молча моет посуду, думая о том, что происходит. Главный герой в другой комнате держит окровавленное полотенце и начинает вспоминать прошлую ночь. Мы видим, что это он напал на Такамини в лесу, и его внешность была совершенно другой. Он вспоминает, как Сосей сказал ему, что некоторые люди не понимают, что они сосут Орочи, и что это злое существо живет в негативных эмоциях людей, питаясь ими. Через мгновение Сарамару смотрит на свою руку и видит, что она покрыта змеиной чешуей. Тем временем Ботан и Ширасу бегут по лесу в поисках Чутару, и она говорит ниндзя, что кое-что обнаружила. Мечи, которые Орочи поглотил вместе с заклинанием потолка, были позже найдены и соединены вместе, став мечами с магией внутри, способными отделить сосуд от самого Орочи. Услышав это, Ширасу останавливается и говорит, что недооценил ее. На мгновение она чувствует удовлетворение. Но тут же Ширасу наносит ей удар в грудь, признаваясь, что не позволит ей помешать воскрешению Орочи. Затем он снимает свою традиционную одежду, обнажая свой настоящий костюм ниндзя Фумы, и холодно смотрит на раненую женщину. Ботан спрашивает, зачем он хочет воскресить Орочи, и Ширасу наконец объясняет план, который они готовили все это время. Кагами был всего лишь еще одной фигурой, чтобы подготовить сцену за пределами Гакуманджо, но внутри тюрьмы человек в маске уже устранил всех охранников, противостоявших ему, и контролировал заключенных с помощью опиума. Ширасу, со своей стороны, выполнял приказы и общался с тюрьмой через обученную ворону. Затем он признается, что Фума были верны Орочи на протяжении многих поколений и что приказы клана абсолютны. Таким образом, в Гакуманджо человек в маске лисы начинает восстание с заключенными под воздействием наркотика. Тем временем Ботан упрекает Ширасу в том, что он защищает Кумо, но тот отвечает, что защищал только сосуд Орочи, и что с самого начала знал, что это не Тенка, а средний брат, главный герой. Услышав это, Ботан нападает, но Ширасу легко отбивает ее, разрезая ее одежду несколькими лезвиями и сбивая ее с ног. Ширасу хватает женщину за волосы и в этот момент видит символ на ее груди, понимая, что она шикигами, а это значит, что даже если он пронзит ее сердце, она не умрет. Ботан вырывается из его хватки и убегает. Ширасу пытается нанести прямой удар ей в лицо, но появляется Хирари, чтобы защитить ее. Увидев его, Ботан краснеет и радуется, но тут же серьезным тоном приказывает ему бежать. Хирари игнорирует ее слова, хватает Ботана и говорит, что теперь, когда он снова нашел ее, он ее не отпустит. Ошеломленная Ботан позволяет ему нести ее, пока он бежит на полной скорости, а клоны Ширасу разбегаются, чтобы преследовать их. На мгновение ниндзя опускает взгляд и извиняется перед Тенкой. Убегая от клонов, Ботан просит Хирари опустить ее, но он не слушает, и в итоге она бьет его, чтобы вырваться. Затем она произносит какое-то заклинание, мгновенно исцеляя свои раны, и говорит Хирари, что она не человек, поэтому такие существа не могут причинить ей вред. Клоны набрасываются на нее, но Ботан легко защищается с помощью магии. Когда они побеждены, она говорит Хирари, что ее нужно бояться, но он отвечает, что это не так, что она прекрасна. Смущенная Ботан опускается на колени, закрывая лицо. Затем Хирари спрашивает, кто она такая и почему он постоянно видит ее во сне. Удивленная Ботан обнимает его и сокрушается, что Хирари отказался от своих проклятых воспоминаний, чтобы все это время искать ее в своем подсознании. Она говорит ему, что где бы они ни были, он всегда находит ее, и они решают уйти вместе. Тем временем главный герой спешит в штаб-квартиру Ямаину и предстает перед Сосеем, чтобы признаться в том, что он знает. Сосей говорит, что слишком занят поисками того, кто напал на Токамина, чтобы отвлекаться, но затем главный герой показывает часть своего тела и говорит Сосею, что это был он. Он объясняет, что в последнее время делал то, чего не помнит, и нашел в шкафу окровавленную одежду. Внезапно он улыбается командиру и говорит, что он сосуд, хотя раньше этого не осознавал, и просит Сосея отрубить ему голову.
Он продолжает, объясняя, что бил себя по голове, пытаясь вынести боль от присутствия Орочи внутри себя, и даже пытался пронзить себя мечом семьи Кумо. Но его собственное тело отразило атаку, потому что Орочи не хотел, чтобы его сосуд умер. Сосей раздражается его улыбкой, достает меч и направляет его прямо ему в голову. Он спрашивает Сарамару, хочет ли тот умереть, но, увидев его реакцию, убирает меч в ножны. Повернувшись спиной, Сосей говорит ему, что все это время он был сильным, пережил смерть брата и выполнял свой долг как Кумо, всегда появляясь с улыбкой, не показывая своей боли. Главный герой признается, что не мог быть слабым, потому что не хотел полагаться только на Ширасу, а его младший брат нуждался в нем. Сосей срывает занавеску в комнате, оборачивает ее вокруг Сарамару и спрашивает, кто сказал ему, что плакать – это слабость. Он призывает его опереться на воспоминания, которые знает только он, чтобы заплакать и стать еще сильнее. Сарамару наконец-то расплакался, вспомнив Тенку, свою защиту и то, что он для него значит. Внезапно их прерывает Такеда, сообщая, что их окружили ниндзя Фума. Сосей готовится, говоря, что они наконец-то показали свое истинное лицо, и приказывает Такеде защищать главного героя ценой своей жизни. Снаружи штаб-квартиру Ямаину окружило большое количество ниндзя, и члены отряда дают отпор. Тем временем Хирари и Батан добираются до входа в храм Кумо, но двое полицейских говорят им, что все Гакуманджа сбежали, и они надеялись попросить главного героя о помощи. Но его там нет. Бутан решает подождать, и Хирари уходит. Внутри, пока Такеда наблюдает за дверью с главным героем, в окно врывается ниндзя Фума, которого они принимают за Ширасу. Ниндзя подходит к Сарамару, говоря, что наконец-то нашел его, отбрасывает Такеду в сторону и выбивает у него оружие. Главный герой противостоит ему, но ниндзя признается, что он не Ширасу, а его младший брат-близнец, и что люди часто их путают, хотя лидером Фума является Ширасу, который также убил их родителей. Ниндзя пытается ударить главного героя, но вмешивается настоящий Ширасу, говоря, что ему приказали не трогать его, так как это может навредить лорду Орочи внутри него. Оба преклоняют колени перед своим господином. В ужасе главный герой думает, что это не тот Ширасу, которого он знает, и пытается сбежать. Но ниндзя ловит его, прежде чем он успевает добраться до двери, и говорит, что это было облегчением, что старший брат неожиданно умер, и что они были замечательными, надежными пешками. Главный герой падает в слезах на руки бывшего стража Кумо. Тем временем группа Ямаину сражается снаружи, побеждая нескольких ниндзя, но затем один из них улыбается, свистит, и все они отступают. Появляется Такеда и говорит им, что Фума схватили главного героя, и все собираются в комнате. Сосей сообщает им, что он сосуд Орочи, и ведет группу за ними. В другом месте Муцуки говорит Батан, что Фума забрали главного героя вместе с мечами семьи Кумо. Он говорит, что возвращается в штаб-квартиру, потому что скоро все станет серьезно, и Батан погружается в раздумья. В городе собирается много людей, чтобы посмотреть на небо, которое становится все темнее и зловещее. Юный Чутару спрашивает Кагами, почему небо такое, и почему они не едут в Киото, чтобы отомстить. Кагами пытается притвориться, что не понимает, но мальчик кричит на него, говоря, что если у него есть семья, он должен знать, что он чувствует. Мы видим воспоминания из детства Кагами, где люди избегают его из-за его внешности. Затем он говорит Чутару, что у него никогда не было семьи, потому что он всегда был один, куда бы ни пошел. Позже Ширасу осматривает мечи Кумо, когда его брат подходит сзади и спрашивает, привязался ли он к семье за 10 лет. Ширасу отрицает это, говоря только, что мечи могут отделить Орочи от его сосуда. Наконец-то мы узнаем больше об истории Фума. Первоначальный план братьев состоял в том, чтобы 10 лет проникать в Гокуманджо, чтобы создать армию, и в семью Кумо, чтобы собирать информацию. Они также убили всех Фума, которые выступали против воскрешения Орочи, и распространили слух, что клан был уничтожен. Однако убить Тайко было сложно, потому что он что-то знал о связи Фума с Орочи. Мы видим короткое воспоминание о том, как Ширасу надевает маску лисы после убийства родителей главного героя. Но благодаря этому ему стало легче войти в доверие к Кумо. Ширасу ненадолго вспоминает тепло Тенки и их хорошие воспоминания в храме, когда они приняли его в семью. Затем ниндзя спрашивает о Кагами, и его брат отвечает, что большую часть работы на улице выполнял он, так что скоро они вместе с лордом Орочи начнут эру ниндзя. Затем Ширасу бросает безделушку, которую когда-то подарил ему Тенка, и отказывается от своего имени. Тем временем Чутару пытается ловить рыбу в реке, а Кагами наблюдает за ним с дерева. Когда мальчику ничего не удается поймать, Кагами насмехается над ним, говоря, что братья все это время его баловали.
Чутару бросает ему в лицо водоросли, требуя, чтобы он не говорил плохо о своих братьях. Это злит Кагами, который нападает на него со своей особой катаной, порезав ему щеку в качестве предупреждения. Затем он указывает на женщин из деревни под водопадом и говорит Чутару напасть на них, чтобы доказать свою силу. Чутару узнает в одной из них продавщицу овощей, которая давала ему еду для Тенки, когда он болел, и пытается убежать. Но Кагами удерживает его, говоря, что тот, кто не может убивать, не может отомстить. В этот момент появляются горные бандиты и уводят женщин вглубь леса. Из-за деревьев появляется человек в плаще и вырубает бандитов. Он говорит женщинам уходить, и появляется Хирари, говоря мужчине, что он снова привлекает внимание. Человек в плаще пытается ударить его, но Хирари блокирует атаку и объясняет, что это он, но если он уйдет без разрешения, у него будут проблемы. Услышав это, мужчина снимает капюшон, показывая, что это никто иной, как Тенка. В другом месте собираются Фума, преклонив колени вокруг главного героя вместе, покрытым темными облаками. Когда он оглядывается на них, становится ясно, что он почти полностью поглощен Арачи. Затем мы видим воспоминания Тенки о том, как родились его младшие братья, и Тайко попросил его защитить их. Однако образ главного героя и Чутару вскоре искажается, показывая влияние Арачи. Внезапно Тенка просыпается в наручниках в камере, за ним наблюдает Харари, который говорит ему, что кто-то хочет его видеть. В этот момент в комнату входят Ботан и доктор Отто, который заботился о нем все эти годы. Ботан не может поверить, что он все еще жив, но чувствует огромное облегчение, увидев его, в то время как Тенка наблюдает за ними, заметно взволнованный. Затем женщина спрашивает доктора, знал ли он обо всем, что происходит, и он подтверждает это, добавляя больше информации. Он рассказывает, что является частью секретного правительственного отдела по исследованиям и 11 лет назад спас Тенку от тяжелых ран с помощью чудодейственного лекарства, сделанного из клеток Орочи. Яд попал в его тело и быстро адаптировался, закрыв рану, и спас его. Отдел наконец нашел подходящий объект для своих экспериментов, но это означало, что он стал больше, чем просто человеком. Затем Тенка попросил доктора помочь ему, потому что ему нужно было заботиться о двух младших братьях, и он не мог умереть. Услышав все это, Тенка спрашивает, почему он еще не умер и не был препарирован, и Хирари рассказывает ему, что произошло на самом деле. Очевидно, незадолго до казни они получили приказ, что Тенка все еще полезен и его нужно оставить в живых. Затем он спрашивает о своих братьях, и Ботан с болью в сердце сообщает ему, что Чутару пропал. Затем он спрашивает о Сарамару, и Хирари отвечает, что он в еще худшем состоянии, потому что оказался настоящим сосудом Орочи. Ботан продолжает объяснять, что Ширасу предал их и забрал главного героя с собой. Но услышав это, Тенка разрывает цепи и просит Хирари не останавливать его, потому что он единственный, кто может справиться с проблемой. Ботан пытается убедить его, что в его нынешнем состоянии ему не стоит так много двигаться, но Тенка надевает одежду и уходит. Выйдя из тюрьмы, Тенка находит комнату со столом для препарирования и расстраивается, увидев его. Но ему удается прислониться к стене и убедить себя, что он еще может что-то сделать, попросив своих братьев улыбнуться ему. Тем временем в новой штаб-квартире Ямаи Сосей разговаривает с Такамини, который восстанавливается после серьезных травм, а затем собирает группу. Командир приказывает им захватить Орочи живым, и они задаются вопросом, возможно ли это, пока не появляется Мецуки, чтобы прояснить ситуацию. Он говорит им, что мечи семьи Кумо могут отделить Орочи от его сосуда, и сейчас они у Сарамару. Затем выясняется, что Ивакура недавно прошел эксперимент с поддельным сосудом. Благодаря экспериментам с Тенкой правительство разработало лекарство, способное улучшить способность человека к исцелению. А поскольку министр боялся смерти, он прошел процедуру, связанную с этим лекарством, сделанным из клеток Орочи. Поэтому с ним нужно быть осторожными, так как он будет цепляться за все, чтобы остаться в живых. Рядом Катару и его брат-близнец сообщают Орочи, находящемуся внутри тела главного героя, что Ямаину мобилизовались, но их хозяин полностью игнорирует их, уходит, и одним ударом разбивает здание пополам, используя воду из-под земли. Ниндзя потрясены истинной силой Орочи и, кажется, понимают, что он хочет сразиться прямо здесь. В другом месте Такеда и Сосей безуспешно сражаются с несколькими фумами, но никто из них не раскрывает местонахождение Орочи. Внезапно они сталкиваются с главным стражем Гоку Манджо, который противостоит им, и они понимают, на чьей он стороне. Капитан стражи сражается с Сосеем, но Сосей быстро сбивает его с ног одним ударом. В беде страж прибегает к своему секретному оружию, и вскоре группа заключенных Гакуманджо окружает Сосея, целясь в него из оружия. Однако командир предупреждает их, чтобы они не недооценивали его, и внезапно появляются другие члены Ямаину, включая Такамини. Они побеждают преступников и предупреждают стража, что если он хочет победить их, ему придется позвать Арачи, потому что они — стражевые псы Японии, назначенные самой Японской империей. После этого Муцуки хватает мужчину за голову, открывает ему рот и видит странные символы, вытатуированные вокруг него.
Затем он начинает произносить какое-то заклинание, и страж теряет сознание, на что остальные говорят, что это неприятно. Затем Такамине сообщает Сасею, что он привел духа, способного запечатать Орочи, и появляется Ботан. Кика просит ее помочь захватить Орочи живым и узнать, есть ли у него слабости. На что Ботан отвечает, что змей появляется только в темное и облачное небо. Поэтому они думают, как вывести его на солнечный свет, и она предлагает использовать для этого дренажный тоннель из озера Бива. Они понимают, что Ивакура упоминал эту систему туннелей во время вечеринки, и решают сразиться с Орочитом, чтобы он появился в Киото, где будет солнечный свет, и у них будет шанс. Муцуки сообщает им, что уже нашел местонахождение Орочи, и группа решает поставить все на рассвет, чтобы выиграть битву. Пока Ямаину продвигаются вперед, Хирари спрашивает Ботана, нормально ли, что они не знают, что Тенка жив. И она отвечает, что поняла, что слишком большое доверие к людям может навредить, и она все еще не уверена, стоит ли доверять Нишике. В этот момент мы видим ниндзя рядом с главным героем, который обращается к нему как к своему господину. Но когда он не отвечает, брат в маске говорит ей, что это не главный герой, а Орочи, и что тот, кого она искала в тюрьме, был он. Он понимает, что она новичок-ниндзя, который еще не прошел ритуал. Но она просит присоединиться к Фума и подходит к главному герою, одержимому Орочи, встает перед ним на колени и просит использовать ее как инструмент. Орочи молча поворачивается и смотрит на Нишоки. Тем временем в лесу меч Кагами звенит, разрезая ветки, когда его внезапно находят двое полицейских. Тем временем братья Фума наблюдают за Орочи и Нишики, пока Орочи пытается коснуться мечей Кумо. Нишики обращается к нему по имени главного героя и говорит, что эти мечи могут отделить Орочи от его сосуда. Затем она достает один из мечей и атакует тело главного героя, но он уклоняется. В мгновение ока Нишики убегает с мечами в руках, вспомнив совет Ботана тщательно выбирать сторону. Вспоминая улыбку главного героя, Нишики думает, что наконец-то чувствует себя достаточно сильной, чтобы бросить вызов своему клану, и хочет снова увидеть его улыбку. Но в этот момент Орочи, находящийся внутри молодого человека, бросается сверху, преследуя ее. В другом месте Кагами легко ломает мечи полицейского, и Чудару вмешивается, чтобы защитить их. Кагами снова пытается шантажировать молодого Кумо, говоря, что они не остановили казнь его брата, но Чудару отказывается отойти в сторону. Поэтому полицейские пытаются защитить его и падают под ударами Кагами. Чудару начинает плакать, вспоминая, что быть слабым — это нормально, но предупреждает Кагами, что он не проиграет, затем бросается на него, сбивает с ног и оказывается сверху. Там он говорит, что не хочет мстить и будет ловить для него рыбу, если его попросят, но он хочет покончить со всем этим. Увидев, что мальчик плачет, Кагами закрывает лицо и говорит, что не хочет лишать его единственной цели в жизни, потому что у него больше ничего нет. Внезапно появляется Дзиракити, превращается, увеличивается в размерах и уносит Чудару. Кагами может только смотреть, как они уходят, говоря, что в конце концов он тоже брошен, как и все остальные. Дзиракити бежит с Чудару на спине, пока внезапно не останавливается, увидев Нишики на земле, из-за чего мальчик падает. Оба подходят к ниндзя, но в мгновение ока появляется Орочи, находящийся внутри Сарамару, и бросает в них бревна. Однако появляются Ямаину, и Нишики приходит в себя как раз вовремя, чтобы передать мечи Ботану. Она хватает оружие и садится на Гаракити вместе с Чудару, убегая от Орочи. Впереди Ямаину преграждает группа Фума во главе с братом в маске лисы. Во время побега Ботан говорит Чудару, что человек, преследующий их, не его брат, а Орочи, и дает ему точные инструкции. Она просит его пройти по туннелям впереди с мечами и привести Орочи туда, где восходит солнце, надевает на него свою фирменную шляпу и просит Гаракити идти дальше с мальчиком. Орочи преследует брата Кумо и его волшебного спутника, а Ботан воссоединяется с Нишики, и появляется бывший Ширасу, говоря им, что предательство Фума – очень серьезная ошибка, и он приближается к ним. Чудару продолжает идти, пока не обнаруживает, что путь заблокирован. В этот момент Орочи пытается напасть на них, но по ошибке хватает ножны меча Кумо, и мечи отталкивают его, ударяя о стену и слегка раня. Однако это только злит змея, и он начинает вторгаться в тело главного героя и еще больше его трансформировать. Затем Орочи наносит мощный удар по земле, сбивая Чудару с Дзиракити и, наконец, снова хватая мечи. Тем временем группа Сасея сражается с Фума во главе с их лидером. Пока Ботан и Нишики сражаются с Ширасу в другом месте, Орочи прижимает Чудару к земле, держа мечи, и не получает никаких повреждений, как раньше. Но Чудару отказывается сдаваться, крича, что он третий сын семьи Кумо и вернет своего брата домой. В этот момент стена рядом с ними рушится, впуская солнечный свет,
и они слышат знакомый голос. Когда оба смотрят в дыру в стене, там стоит Тенка, улыбаясь, и говорит им, что пора идти домой. Такеда понимает, что в туннелях что-то произошло, и остальные члены группы Ямайну решают разобраться с Фума, поэтому они оставляют важное задание Хирари, Такеде и командиру Сосею, которые направляются к Орочи. Вернувшись в туннеле, Орочи начинает убегать, страдая от солнечного света, когда появляется Тенка. Они понимают, что их подозрения о его слабости были верны. Тенка хватает Чудару за руку и поднимает его на Гараките, хотя Чудару все еще не может поверить, что он здесь. Тенка гладит его по голове и говорит, что он отлично справился, но им все еще нужно отделить Орочи от главного героя. Он объясняет Чудару, что все, что ему нужно сделать, это ударить его мечами. Молодой Кумо бросается на Орочи, но Орочи блокирует удар и отражает атаку. Затем Тенка преграждает Орочи путь, разбивая стену и заставляя камни падать перед ним. Загнанный в угол, Орочи убегает через потолок и во время полета сталкивается с Сосеем и остальными, нападая на них. Однако Тенка следует за ним, и прежде чем Орочи успевает причинить какой-либо вред, утаскивает его. Он обездвиживает его, и Чудару падает сверху, ударяя его мечами. Ножни ломаются, и им, наконец, удается нанести удар по телу главного героя. Затем Орочи убегает, превращаясь в гигантского змея и взмывая в небо, прячась среди темных облаков, которые начинают заряжаться электричеством. Тем временем группа Ямайну продолжает сражаться с Фума, получив серьезные ранения. Уничтожить его. Вскоре главный герой приходит в себя и воссоединяется со своими братьями, с облегчением обнимая друг друга. Их счастье недолговечно, потому что Тенка говорит им, что они все еще должны идти за Орочи. Такеда спрашивает Тенку, бессмертен ли Орочи, но Тенка поворачивается к главному герою и говорит ему, что он может покончить со змеем. Затем он спрашивает, может ли он порезаться, на что тот отвечает утвердительно, и Сосей дает ему меч своей семьи. Тенка одевает его в одежду клана Кумо, и главный герой отвечает, что он быстро превзойдет своего брата. Чудару и Сарамару уходят, за ними следуют Джуракити и Такеда, а Тенка говорит, что догонит их позже. Когда они уходят, Тенка спотыкается и чуть не падает, но Сосей подхватывает его. Сосей говорит ему, что ему еще рано падать, и что он знает, что министр использовал Тенку в качестве эксперимента. Измученный, Тенка падает на землю и закрывает лицо, чтобы скрыть свою печаль, признаваясь, что никогда не хотел их предавать. Но Сосей говорит ему встать и идти дальше, потому что ничего еще не кончено, и он не может сдаться. Когда они направляются к Орочи, снова появляется Камнев, что он приговорен к смертной казни, ненавидит себя за то, что Чудару заставляет его грустить. Тем временем Сарамару и Такеда поднимаются на высокое место, откуда видят темные тучи и молнии, покрывающие землю, разрушая город, а затем бросается вперед своим массивным телом. Ширасу видит это и понимает, что его господин сошел с ума после того, как его отделили от его сосуда, и бросается к нему. Нишики просит Ботана пойти к главному герою, а сама останавливает Ширасу, даже если это будет стоить ей жизни. Но Ботан говорит ей, что она тоже благополучно вернется домой, и начинает колдовать вокруг. Хирари обнимает ее, и Нишики подходит к ним, когда они решают оставить Орочи братьям Кумо. Такеда и главный герой объясняет, что он, должно быть, достиг своего ментального и физического предела после того, как так долго был одержим. Тенка говорит, что, похоже, их мечта перешла к молодому поколению. Но Сосей отвечает, что он не готов полностью передать ее. Они вместе сражаются против Фума и беглецов. Затем Тенка взбирается на холм и призывает всю деревню сражаться, чтобы защитить Оми. Все радостно приветствуют его, радуясь, что старший брат Кумо жив, и главный герой тоже понимает, что он все еще жив. Главный герой подходит к Орочи, достает меч и задается вопросом, неужели Орочи вместе? Змей атакует, и главный герой забирается на Орочи с помощью своего меча. Такеда и Чудару присоединяются к нему, и вместе они готовятся нанести последний удар во имя младших и средних братьев Кумо и отряда по подавлению Орочи Японской империи. Все трое одновременно прыгают, целясь мечами в центральный глаз Орочи, пронзая его с такой силой, что он распадается на две части, наполняя землю светом и превращая его тело в какую-то красную жидкость. Вскоре после этого преступников арестовывают, Кагами уходит один, а Ямину перегруппировываются. На скале Ширасу находит фрагмент маски своего брата, когда появляются Тенка и вспоминает счастливый момент с братьями, но затем закрывает половину лица маской лисы и падает в пропасть, чтобы покончить со всем, что он натворил. Так во времена хаоса в истории Японии древняя история подходит к концу. Некоторое время спустя Оми приходит в себя после жестокого нападения Орочи. Смогут ли простить Ширасу, но он все это время был им как брат, и они хотели бы увидеть его снова. Они обнимают Тенку и благодарят его за то, что он так сильно их любил. Уже вся деревня празднует победу над Орочи едой и напитками.
Наконец мы видим Хирари и Ботана вместе, Такамина, пытающегося напоить Такеду, и Нишики, краснеющую при виде главного героя, пока он с улыбкой не предлагает ей еду.